Друзья, всем привет! Наконец-то из стадии бета выходит новое крупное обновление HyperOS 3. В сегодняшнем видеоролике мы с вами рассмотрим, что уже дошло до стабильной версии прошивки и что нас потенциально может ожидать в глобалке. Так что присаживайтесь поудобнее и мы с вами начинаем. Что же, получается, прошивка сейчас выходит, понятное дело, для флагманских устройств. Это Xiaomi 17, это Redmi K90 Pro Max, ну и так далее. И, конечно же, я на свое устройство решил поставить эту прошивку. Версия 3.0.304.0. И да, сразу хочу оговориться, что это не какая-то там HyperOS 3.1, как об этом вещают с каждого утюга и пытаются на этом как-то срубить хайп. Нумерация есть нумерация, то есть 3.0.304 это именно 3.0.304, а не 3.1. Я хочу еще раз на этом акцентировать ваше внимание. Что вообще под собой подразумевает эта прошивка? Ну, во-первых, это то, что изменения по визуалу, это подтягивание стабильности и оптимизация системы. И сейчас вы мне в комментариях можете написать и сказать, что вот это флагман, здесь все идеально, да и вообще в принципе зачем нам это все показывать на примере флагманского устройства. Но как бы это ни звучало круто, да, что это флагман, у него есть определенные проблемы с этим обновлением. Ну и собственно давайте мы с вами с этого и начнем. Первая проблема, с которой я столкнулся, это был нагрев устройства. Опять же, с ничего вдруг оно брало, нагревалось и мог даже быть произвольный саморазряд. Но опять же, он мог возникать там из-за некоторых причин, и там почему-то NFC в фоне работала, были проблемы с определением сим-карты, но это больше проблема модема и решалась там с помощью дозашивки соответствующего модема и файла. То есть с этим моментом как бы-то удалось что-то порешать. Но вот то, что было в 3.0.301, первая прошивка, которая вышла на этот аппарат, именно стабильная, то там, конечно, да, именно произвольный саморазряд наблюдался. Плюс еще была проблема, что смартфон мог просто на ровном месте перезагрузиться. Опять же, вы мне скажете, это же флагман, это же Xiaomi 17, там всевозможные элит-процессоры и прочее. Вот, пожалуйста, кому интересно, так, детализированная информация. Вот вам, пожалуйста, вся инфа про это устройство. И опять же, друзья, это все в реальности не так работает. То есть, есть проблемы, о которых разработчики, я думаю, что знают. Ну и надеюсь, что также они в этих там китайских прошивках это все пофиксят, и до глобалки дойдет уже что-то хотя бы более-менее юзабельное. Еще также есть один такой интересный момент, что вот это вот устройство Xiaomi 17 можно на сегодняшний день в целом и общем разблокировать. И вы меня спросите, а как так? Ведь если там китайские версии, глобальные версии, что нужно как бы там получить разрешение, ну и тому подобное. И как оказалось, на сегодняшний день все эти обходы по разблокировкам серверов существуют. И этим нужно пользоваться, пока данная тема работает. Опять же, мое устройство разблокировано, я это делал с помощью Mi Community. Возвращаясь же к проблемам, как я вам вот две проблемы обрисовал, что это произвольный саморазряд и это перезагрузка буквально на ровном месте. И как я уже также сказал, есть надежда, что это исправят. Теперь что по новому из там дополнений того, что мы с вами можем сразу получить в прошивке. Сразу первый момент это, конечно же, расположение объектов в недавних. Вам теперь не придется качать там стоковый лаунчер, вам не придется больше там искать там команды вводить, бревенты, там отладки по USB и так далее. Все сразу есть по умолчанию, и это будет, как вы понимаете, для большинства актуальных смартфонов Xiaomi и Redmi. Там, где этого нет, вот, к примеру, на том же Redmi Note 14, который есть у меня, можно это активировать с помощью как раз команды и приложения Brevent. И, опять же, это будет нормальная история. Для тех, у кого все отлично в этом плане, и, как говорится, маркетинг на вашей стороне, то третий пункт сразу у вас будет находиться в настройках. Ну и раз мы с вами начали говорить про рабочий стол, давайте затронем тему и оптимизации. Я вот сколько поиспользовал эту прошивку, могу сказать, что работает весьма неплохо в плане открытия приложений, в плане перехода между приложениями и в целом, да и в общем хочу сказать, что это куда приятнее выглядит, нежели было, допустим, на том же Xiaomi 15, если мы говорим в плане китайской прошивки. Открываются приложения быстро, переход между ними также молниеносный, особых прям таких катастрофических затупов, понятное дело, я здесь не нашел. Опять же, есть еще куда компания Xiaomi расти, есть куда еще это все дело оптимизировать, ну и также надеюсь, что в будущем, да и в принципе в скором времени, вся эта история у нас, конечно же, будет только улучшаться.
Что еще из интересного, из нового, это, конечно же, обновление по островку. Вот условно у нас играет какая-нибудь композиция, сейчас мы звук уменьшим, чтобы нам никакие авторские права не прилетели. Мы далее открываем наш островочек, и сейчас вы можете заметить, как идет вот эта строчка с воспроизведением музыки. То есть она идет, как знаете, комета, то есть таким визуальным эффектом. В предыдущих версиях HyperOS 3 не было такого, там просто эта полоска заполнялась по мере того, как трек у вас воспроизводился. Здесь же разработчики, ну опять же, решили сделать It's Revolution и добавить такую фичу, я не знаю даже, как это правильно назвать. Выглядит, ну да, прикольно, но опять же, насколько прям вот это именно важно для оболочки, я не знаю. Ну, раз добавили, окей, хорошо, будем с этим дальше жить. Еще что разработчики добавляют в этой версии прошивки, это раздел персонализация, и у нас здесь есть такой пунктик, как стиле экрана блокировки. Я вас с этим здесь не удивлю, но могу удивить вот этой историей с Xiaomi Electro Vehicle, ну или же электроавтомобиль. Получается, здесь для каждого есть какой-нибудь интересный вариант, как разнообразить свое устройство. Вы тут можете любые стили себе настроить, выбрать, кастомизировать, но опять же, полнота всех этих эффектов будет лишь только на флагманских устройствах. Вообще будет интересно посмотреть, в каком формате и виде дойдет эта версия прошивки и до глобального рынка, потому что, возможно, есть моменты, которых мы и не увидим в глобалке, но я думаю, 100% третий стиль у нас появится, и насчет этого не переживайте, но вот, допустим, какие-нибудь вот темы условно, они могут и не дойти, и просто разработчики это сделают как таким неким эксклюзивом для китайского рынка. Также, если вас еще интересуют вопросы, что там по улучшению взаимосвязанности, если кто пользуется вот этими всеми движениями, сопряжением между собой разных брендов и, в принципе, экосистему, кто себе выстраивает, то могу вам сказать следующее. Можно использовать устройство как кросс-камеру, то есть вы можете брать устройство и фронталку брать, или же основную камеру для, там, допустим, стримов, или же еще для чего-то. Об этом, кстати, на презентации также рассказывали. Насчет уведомлений, тут также вы можете гибкую настройку выполнять как на получение, так и наоборот на синхронизацию. Так, ну, немного это меню поменялось, и вы можете это заметить. Плюс тут мы можем активировать дополнительно Xiaomi планшеты, компьютер, ну, ноутбук, конечно же, и телевизор. Вообще было бы очень неплохо посмотреть, как на телевизорах Xiaomi работают все эти уведомления, и вообще, в принципе, в глобальной прошивке работает ли оно. Может быть, когда-нибудь вернусь также на телевизоры Xiaomi, потому что последний раз опыт с ними был не очень, и сейчас пользуюсь телевизором от Philips. Ну и там, в принципе, все устраивает, но, как говорится, это совсем другая история. Так что по вот некоторым таким разделам разработчики чуток что-то причесали, улучшили, поменяли. И да, когда я, получается, игрался перепрошивкой, я же такой захожу в раздел под названием «Выбрать файл прошивки», и тут меня удивило следующее, как теперь выглядит это меню. То есть, если вы сейчас возьмете свое устройство и провернете все те же действия, что только что и я сделал, то вы заметите, что проводник отображается, ну, немножко иначе. Здесь же, да, разработчики сделали такую всплывашку, мы можем теперь вот так свернуть, выглядит, да, прикольно и красиво. Опять же, возможно, и такое также дойдет до глобальной прошивки. Но вот что не дойдет до глобальной прошивки, как вы, наверное, уже поняли, с моего рабочего стола, это вот эти иконки. Эта тема, опять же, является чисто китайской историей. Тут вы можете выставлять себе любые форматы, там 1 к 1, 2 к 1, 1 к 2. Именно форматы ярлыка выглядят, кстати, очень и очень круто. И я вообще не понимаю, вот что им мешает это также сделать для глобальной прошивки. Ведь дайте вы кастомизацию людям, ведь как бы объективно у компании Xiaomi в плане кастомизации, ну, не все так гладко. То есть, условно, зайдя в те же там настройки, зайдя в раздел там экран или просто экран блокировки, мы не получим с вами большого функционала. Или же он просто будет у нас ограничен тем, что мы можем с вами кастомизировать ярлыки на экране блокировки. Ну, честно говоря, как бы, ну, это уже вчерашний день. То есть, все эти фишки, все эти подразделы, они еще тянутся со времен MIUI. Вот реально в HyperOS что-то такое хочется добавить, ну, либо же чего нет у других брендов и оболочек, либо же как бы позаимствуете у них что-то и реализуйте это здесь.
Ведь реально пользователи соскучились за чем-то таким более интересным, а не просто, что вот мы там перерисовали разделчик, вот мы там что-то добавили или же там что-то для китайской прошивки мы отдали. Так это не работает. Чтобы вас любили и уважали как бренд, вам необходимо, соответственно, завлекать пользователя какими-то фишками. Как это было, вот когда только компания Xiaomi начинала свой путь становления к тому бренду, который он есть на сегодня. Но, к сожалению, по моему мнению, они это все былое величие, назовем это так, растеряли. Как они собираются это все возвращать, не знаю, но из того, что вот на сегодняшний день в плане софта мы имеем, я вам рассказал. Также рекомендую вам следить за анонсами в нашем телеграм-канале о выходе новых глобальных прошивок. И рекомендую вам сразу не обновляться и не бежать впереди паровоза. Почитайте информацию, позадавайте вопросы в комментариях, как не у нас, так там у других авторов, и узнайте, что думают другие пользователи о новом обновлении. Пока что на сегодняшний день я не могу сказать, что я бы прям бежал бы впереди паровоза, как обычный пользователь, и обновлялся бы на это новое крупное обновление. Ну а если о чем-то забыл упомянуть или остались какие-то вопросы, смело пишите об этом в комментарии, там мы с вами и пообщаемся. Ну а на этом у меня на сегодня все. Спасибо за внимание и до новых встреч.